Вот кое-что, что сразу привлекло мое внимание. Это бук, и в нем такая дырка, и из нее прямо росли грибы осенние. Выглядит, как будто бы дерево решило подарить букет грибов. Добро пожаловать в Тихолесье. Сегодня 28 января. Идет мокрый снег с дождем, но это не помеха, чтобы прийти в лес в поисках грибов. В частности, я пришла в лес, в котором растет очень много черной бузины. А как известно, черную бузину очень любит такой гриб, как Иудино ухо. Ну, пойдемте посмотрим, что можно будет найти. Собственно, вот так вот выглядит этот черно-бузинный куст. Почему-то он сломан, хотя она выглядит абсолютно здоровой. Я иду по стопам лисички, и в таких вот ельниках и живут животные. И вот такие вот они дорожки делают, когда снег, то легко можно вычислить, куда они ходят. Потому что здесь они все протоптали. Вот еще, скорее всего, лисичка. Ну что, я вхожу в чащу, потому что нет смысла идти по дороге. Все самое интересное всегда прячется в глубине. Снег уже не такой хрустящий, потому что стал мокрый. И вот, собственно, огромное количество кустов бузины. Так, это не бузина, это у нас дикая вишня, я так думаю. Вот дикая вишня с таким вот стволом. Ну вот, кстати, вот сухой ствол черной бузины, и я вижу вон наверху торчит ухо. Так, ну оно, кажется, всего лишь одно. Что это у нас тут такое оранжевое? Я вот вижу вот этих вот малышей. Вот, собственно, и уши на черной бузине. Вот еще на ветке. Сейчас. Но это у нас ветки вишни. Ах, неудобно мне камерой сюда добраться. В общем, я к тому, что эти уши растут не только на черной бузине, но и на дикой вишне. А вот эти грибы, они хоть и похожи на уши, но это не уши, потому что у них есть ламели. Так что я потом посмотрю, как они называются, чтобы не путали с настоящими ушами. Так, ну а эти малыши, они без ламелей. Просто гладкие, как действительно уши. Кажется, я тоже нашла свое бревно, которое содержит огромное количество, собственно, зачем я сюда пришла. Так, это маленькие. Но под снегом скрываются просто гиганты. И это только с этой стороны.
Так, сейчас покажу. Во-первых, вся его верхушка усеяна ушами. И вот еще один гигант. Вот это прям ухо, не то что Иудина ухо, это ухо слона. Вот это да. Ух, и с этой стороны. Они так растут. Вот с этой стороны. Так. В общем, я их... Вау! Какая богатая поляна. Вот маленькие. В общем, когда растает, я сюда обязательно вернусь. И хочу еще показать, что я обнаружила на моем бревне. Назову его так. Так, на моем бревне я обнаружила еще таких вот. Так, во-первых, сейчас с этой стороны покажу, какие огромные уши. Вот этих малышей с ножками. Так. А кто у нас такой? Это у нас. Это я разгребала уже. Это фламулина. Вот она. Но, к сожалению, ее здесь мало, хотя я думаю, если убрать снег, она прячется вот в таких местах. Но все равно небольшая. Но я просто в шоке, какое-то бревно богатое получилось на самые мои желаемые зимние грибы. Пошел снег, начинает темнеть. Но здесь столько деревьев сухих. Я могу представить, что когда снег растает, тут можно будет найти просто кучу этих ушей. И что интересно, вообще-то эта черная бузина, она содержит такие вещества, какие-то гликозиды, которые, если съесть ее ягоды без обработки, листья тоже, то можно отравиться. Но не можно, а человек отравится, потому что эти гликозиды превращаются в цианид. Вот я еще нашла ухо одно, ухо второе. И сейчас я его соберу. Но если обработать, сварить эти ягоды, то вроде как можно их использовать в каких-то вареньях. Вот. Вот тоже полностью сухая ветка, и она с ушами. Но они вот более свежие ушки. Так, они такие мелкие, что очень... Вот большое ухо. Некомфортно их. Ага, у меня же на камере какой-то снежок упал. Вот ухо. В общем, вся эта ветка в ушах. И вон они маленькие пошли. Ах. Вот еще поближе сейчас покажу уши. Вот большие уши. И так, я рассказывала про то, что варят варенье, а из цветков в Германии очень популярно, из цветов они делают какой-то напиток специальный. По-моему, он называется фузбраузе. Да, очень вкусный. Так что... и грибы, вот эти грибы, из-за того, что они растут на вот этом ягодном
этой бузине, либо вишня, они имеют такой фруктовый вкус, что когда жаришь, то их даже не нужно солить. Они сами по себе, но настолько вкусные. Они даже, когда их ешь, они не похожи. Ты можно даже не понять, что ты ешь грибы. Вот. Поэтому они для меня почему-то даже вкуснее, чем летние, ну, то есть осенние всякие там подберезовики и все такое. Так, ладно, я пойду соберу их сейчас. Там, где я нашла. Ух, как красиво становится и атмосферно с этим снегом. И, кстати, этот лес, он лес диких животных. Здесь вот следы. Здесь даже ручей называется Оленей ручей. Это значит, здесь живут много оленей. Вот какая оранжевая дрожалка. Яркая. Здесь следы лисичек я видела уже и оленя. Все, начинаю запрашивать снегом, холодно. И я решила идти домой, но на выходе встретила еще такую ветку с этими вкусняшками. Вот никогда бы не могла подумать, что какие-то странные штуки, которые даже не выглядят съедобными, на самом деле очень вкусный и ценный гриб. Ой, вся ветка в этих малышах. Так что очень рекомендую зимой отправляться за Юдиными ушами. Потому что даже пальцы не работают от холода. Ну, это тоже, кстати, оно. Вот такие вот они, эти уши. Сегодняшняя прогулка была короткой, потому что все-таки холодно. Но когда растает снег, нужно вернуться, и тогда обнаружится еще больше этих ушей.